Водоем, который больше всех остальных озер нашей планеты вместе взятых, где одновременно плавают тюлени и нерестится пресноводная щука. Водоем, где зимой рыбаки бурят лед на севере, а на юге в это же время цветут пальмы. Водоем, который полностью отрезан от Мирового океана, но при этом корабли из него все равно выходят в Атлантику. Каспийское море или все-таки озеро? Этот вопрос не так прост, как кажется. Ученые до сих пор ведут дискуссии о юридическом и географическом статусе водоема. С одной стороны, Каспий – бесточный эндорейный бассейн, не имеющий естественных проливов, связывающих его с Мировым океаном. По строгим научным канонам это делает его озером, причем самым большим на планете. Его площадь составляет около 371 тысячи квадратных километров. Но не все так однозначно. Вода в Каспии солоноватая, а его ложе представляет собой земную кору океанического типа с выраженным континентальным шельфом. В его глубинах обитают организмы, чьи предки миллионы лет назад плавали в открытом океане. И самое главное, люди веками воспринимали его как море, возводили на берегах крупные порты и бороздили его воды на флотилиях, соразмерных морским. Разгадка этого парадокса в его происхождении. Десятки миллионов лет назад на месте современной Евразии плескался гигантский океан Тетис, соединявший Атлантику с Индийским океаном. Однако в результате тектонических сдвигов и поднятия горных хребтов Тетис распался. Около 5 миллионов лет назад его преемник, море Паратетис, окончательно разделилось на части. Так возник Каспий, зажатый между величественным Кавказом на западе, хребтом Эльбрус на юге и бескрайними степями на севере и востоке. Связь с океаном периодически возобновлялась в эпохе оледенений, но в конечном итоге водоем стал замкнутым. В этой изоляции Каспий стал капсулой времени, сохранившей существ, чьи далекие предки видели мир совсем иным. Человечество всегда преклонялось перед его масштабами. За историю цивилизаций Каспию дали более 70 названий. Персы и тюркские народы до сих пор зовут его Хазарским морем. На Руси его именовали Хвалынским, по названию народа хвалисов, торговавших с Хорезмом. Китайские летописи упоминали его как Западное море, а древние греки как Герканское. Сегодня мы называем его Каспийским, по имени древних племен Каспиев, населявших юго-западные берега. Но спор о его статусе не просто географический курьез. От того, считают ли Каспий морем или озером, зависят международные договоры, разделение богатейших нефтегазовых месторождений и правила судоходства 5 прибрежных стран. Сейчас его признают уникальным водоемом. Дно и недра делятся между прикаспийскими странами по договоренности, а поверхностные воды остаются в общем пользовании с выделением территориальных зон. Каспий слишком уникален для простых определений. Море контрастов. 5 государств делят берега Каспия. Казахстан владеет самой протяженной береговой линией на севере и востоке. Россия контролирует северо-западное побережье, а Азербайджан – западное. Иран занимает южную кромку моря, а Туркменистан – его юго-восточные рубежи. Но эти границы на карте скрывают куда более интересное разделение – географическое. Каспий словно состоит из 3 разных водоемов, случайно соединенных воедино. На севере – мелководье. Здесь глубина редко превышает 5-6 метров. Это огромная водная равнина, где дно покрыто илом, принесенным Великой Волгой. В некоторых местах можно идти по дну сотни метров, и вода не поднимется выше пояса. Когда дует северный ветер, волны здесь короткие, резкие, будто море захлебывается от тесноты. В средней части Каспий становится глубже, до 788 метров. Здесь уже начинается настоящее море, с его суровым характером. Штормы здесь способны поднимать волны высотой в 3-этажный дом, а на юге – бездна. Южно-Каспийская впадина уходит вниз на 1025 метров. В этой тьме царит вечный холод. Температура держится около 6 градусов по Цельсию круглый год. Там на дне лежат останки затонувших кораблей, таких как, например, корабли эпохи Петра I, которые застыли в безмолвии под огромным давлением. Но контрасты Каспия не ограничиваются глубиной. Это море умудряется одновременно быть и ледяной пустыней, и субтропическим краем. Зимой на севере температура опускается до -20, а в суровые годы и до -30 градусов.
Мелководье замерзает, превращаясь в ледяные поля, по которым в прошлом караваны перегоняли товары. Лед сковывает берега на 3-4 месяца. Рыбаки выходят на замерзшее море и бурят лунки, как на обычном озере. Каспийские тюлени устраивают на льдинах лежбища, где рожают своих детенышей – бельков. А в это же самое время на юге, на Иранском побережье, температура держится около плюс 10 градусов. Там растут пальмы и зеленеют субтропические леса. Люди гуляют по набережным в легких куртках, любуясь тем же самым морем, которое на севере сковано панцирем льда. Каспий растянулся с севера на юг более чем на 1000 километров. Этого достаточно, чтобы пересечь несколько климатических зон, от умеренно континентальной до субтропической. Но самая удивительная особенность Каспия – это его зависимость от одной единственной артерии – Волги. Несмотря на то, что в Каспий впадает около 130 рек, Великая Волга дает 80% всей пресной воды. Только подумайте, самое крупное озеро на планете критически зависит от одного источника. Волга выносит в Каспий около 250 кубических километров воды в год. Если бы Волга вдруг исчезла, Каспий начал бы стремительно высыхать. Уровень воды упал бы на несколько метров за десятилетия, а северная часть превратилась бы в солончаки и сеть мелких озер. Волга не просто наполняет Каспий, она делает его северную часть почти пресной. Здесь соленость составляет всего 1/10 от океанской. А на юге, вдали от речных дельт, вода становится ощутимо солонее, примерно 1/3 от концентрации солей в Мировом океане. Эта разница создает биологический парадокс. Северный Каспий населен видами, которые обычно живут в реках – щуками, сазанами, самами. А Южный Каспий больше похож на настоящее море с его креветками, морскими рыбами и инвазивными медузами-грибневиками. Два разных мира в одной чаше. И еще одна странность. Каспий – замкнутое море, но корабли из него выходят в Мировой океан. Это стало возможным благодаря инженерному гению. Волго-Донской канал соединяет Каспий с Азовским и Черным морями. Дальше Босфор, Средиземноморье, и вот уже Каспийский танкер выходит на просторы Атлантики. Здесь может возникнуть вопрос. Каспий находится на 28 метров ниже уровня моря. Как судам удается преодолевать такую разницу высот? Инженеры заставили корабли буквально шагать по ступеням из воды. Волго-Донской канал – это сложная лестница из шлюзов, которая нивелирует разницу высот и связывает изолированный водоем с мировыми торговыми путями. Есть и другой путь – на север, через Волго-Балтийский водный путь, к Ладожскому озеру и Балтийскому морю. Получается, что судно, спущенное на воду в Баку, может дойти до Стокгольма или Лондона. Каспий только кажется изолированным. На самом деле он прочно связан с глобальной транспортной сетью. Тут важно понимать, что не любой огромный океанский лайнер пройдет этим путем. Здесь ходят суда класса «Река-море». У них особая конструкция. Они достаточно прочные, чтобы выдержать шторм в открытом море, но имеют плоское дно и небольшую осадку, чтобы не сесть на мель в реках и пройти через шлюзы. Удивительная природа. Каспийское море – это эволюционная лаборатория, изолированная от остального мира миллионы лет. 42% всех видов, обитающих здесь, не встречаются больше нигде на планете. Это эндемики – существа, которые приспособились к жизни в замкнутой системе с ее специфическим солевым составом. Из примерно 150 обитающих здесь видов и подвидов рыб, около 70 являются уникальными для Каспия. Здесь живет каспийская килька – крошечная рыбка, ставшая фундаментом местной пищевой цепи. Здесь обитает каспийский лосось, серебристый гигант, уходящий на нерест в реке. И, конечно, десятки видов бычков, освоивших все пространство, от пресноводных лиманов до солоноватых глубин. Но самое удивительное существо – каспийская нерпа, единственная млекопитающее Каспия. Как тюлень оказался в сердце Евразии, в 1000 километров от ближайшего океана? Каспийская нерпа – близкий родственник кольчатой нерпы из Северного Ледовитого океана. Около 2-3 миллионов лет назад, во время Акчагыльской трансгрессии, предки этих тюленей мигрировали на юг по системе проливов и затопленных низменностей. Когда вода отступила, они оказались заперты в Каспийской ловушке. Им пришлось адаптироваться. Взрослая особь сегодня весит около 80 килограммов,
при длине тела до 1,5 метров. Зимой они устремляются на север к ледяным полям. Там в снежных логовах рождаются бельки. Их белоснежный мех, как и у арктических собратьев, служит идеальной маскировкой. Однако отсутствие естественных врагов, таких как белые медведи или касатки, не спасло их. В начале 20 века популяция превышала 1 миллион особей. Сегодня же она балансирует на отметке менее 100 тысяч. Загрязнение, болезни и сокращение кормовой базы поставили этот вид на грань выживания. И если нерпа самый необычный житель Каспия, то осетр самый древний и ценный. Каспий – мировая столица осетровых. Здесь сосредоточено около 90% их мировой популяции в дикой природе. Белуга, русский осетр, севрюга, шип и стерлядь – это живые ископаемые. Их родословная тянется на 250 миллионов лет назад. Они пережили мезозойское вымирание, видели дрейф материков и рождение гор. Королева Каспия – белуга. Этот гигант может достигать 6 метров в длину и весить более тонны, как небольшой легковой автомобиль. Эти рыбы – долгожители, способные перешагнуть столетний рубеж. Именно белужья икра всегда ценилась на вес золота. В советские годы ежегодный улов осетровых на Каспии превышал 20 тысяч тонн. Сегодня эти цифры в прошлом. Популяция рухнула более чем на 95% из-за перелова, строительства плотин и браконьерства. Промышленный вылов запрещен, и Каспий стал для осетров последним, очень хрупким убежищем. Но море живет не только под водой. Это ключевой узел на путях великой миграции птиц. Миллионы пернатых, гуси, фламинго, пеликаны делают здесь остановку во время перелетов между Арктикой и Африкой. Дельта Волги превращается в колоссальный птичий базар. Кудрявые пеликаны с размахом крыльев более 3 метров парят над зарослями лотоса, а розовые фламинго окрашивают мелководье в постельные тона. Каспий – это сложная, ювелирно настроенная экосистема. Каменные тайны берегов. Берега Каспия не менее загадочны, чем само море. На восточном побережье, в урочище Торыш, земля усеяна идеальными каменными сферами. Здесь расположено огромное поле шаров, где на протяжении километров лежат гигантские конкреции. Некоторые не больше арбуза, другие же достигают 4 метров в высоту. Они больше человеческого роста и тяжелее грузовика. Эти образования росли миллионы лет в осадочных породах на дне древнего океана Тетис. Минералы послойно кристаллизовались вокруг крошечного ядра, зуба доисторической акулы, панциря рака-скорпиона или песчинки. Если расколоть такой шар, внутри можно обнаружить идеально сохранившуюся фасилию, раковину аммонита или окаменелый зуб хищника, вымершего еще в эпоху динозавров. Это настоящие каменные капсулы времени. Когда океан ушел, а горы поднялись, эрозия вымыла мягкую породу, оставив эти игрушки великанов на поверхности. На противоположном западном берегу, у подножия Кавказских гор, высится другая аномалия – Бархан-Сарыкум. Это колоссальная гора золотистого песка высотой около 250 метров. Несмотря на то, что Сарыкум находится среди зеленых предгорий, это один из высочайших изолированных барханов мира. Ближайшие пустыни находятся в сотнях километров, и происхождение этой горы до сих пор вызывает споры. Ученые предполагают, что ветры веками сносили сюда песок с обнажившегося дна Каспия во время его древних регрессий. Именно здесь снимали легендарные кадры «Белого солнца пустыни». Режиссер нашел идеальный среднеазиатский пейзаж прямо в Дагестане. Однако самая пугающая загадка Каспия открывается лишь с высоты птичьего полета. На плато Устюрт, в безжизненной пустыне к востоку от моря, на земле выложены гигантские стрелы из камня. Это системы валов длиной в несколько сотен метров каждая. С земли их невозможно заметить. Путники веками ходили по ним, принимая за обычные гряды камней. Стрелы открылись людям лишь в середине 20 века, когда над плато пролетели первые самолеты археологической разведки. Эти сооружения, известные как араны, служили древним охотникам гигантскими ловушками. Каменные стены образовывали воронку, в которую загоняли стада сайгаков или джейранов, направляя их к скрытым ямам или обрывам. Масштаб этих конструкций огромен.
Сотни стрел, выстроенных с математической точностью, свидетельствуют о том, что древние обитатели этих мест обладали глубокими знаниями ландшафта. Стрелы Устюрта пролежали невидимыми тысячи лет, словно послание, которое можно прочесть, только поднявшись в небо. Каспий окружен загадками, которые старше самой истории. Аномальные зоны. На восточном берегу Каспия находится залив Карабагаз-Гол, что переводится как «озеро Черного пролива». Он соединен с морем проливом Карабагаз шириной около 200 метров, название которого означает «черная пасть». И это название полностью оправдано. Карабагаз-Гол – это гигантская природная ловушка. Из-за того, что уровень воды в заливе ниже, чем в море, вода течет через него только в одну сторону – внутрь. Постоянно, безостановочно. Десятки тысяч кубометров каждую минуту. Вода втекает, но никогда не возвращается, она испаряется. Солнце здесь безжалостно, а ветры сухи. За год испаряется слой воды толщиной около 1,5 метров. Но соль остается, превращая залив в гигантскую солонку. Соленость ропы, то есть гиперсоленого раствора, здесь достигает 300 граммов на литр. Это в 10 раз выше концентрации солей в океане. В такой воде невозможно утонуть. Высокая плотность держит тело на поверхности словно пробку. В советское время здесь работал комбинат, добывавший сырье для химической промышленности. Но в 1980 году, опасаясь обмеления Каспия, пролив перекрыли глухой дамбой. Последствия были катастрофическими. Лишенный подпитки мелководный залив практически полностью высох всего за 3 года. На месте воды возникла соляная пустыня. Ветры разносили ядовитую пыль на сотни километров, отравляя пастбища и превращая окрестности в безжизненную зону. В 1992 году дамбу ликвидировали, вода вернулась, и залив снова стал природным регулятором, вытягивающим излишки соли из Каспия. Но Карабагаз-Гол не единственная аномалия. На дне южной части моря скрываются грязевые вулканы. Их здесь около 400, почти половина от общемирового количества. Это не лавовые гиганты, а образования, извергающие метан, воду и жидкую глину. Извержение такого вулкана – зрелище пугающее. Если вулкан скрыт под толщей воды, море начинает как бы кипеть от метана, а из бездны поднимаются потоки густой грязи, которые за считанные дни могут воздвигнуть среди волн новый остров. Но не менее впечатляющие и те вулканы, что уже возвышаются над водой. Самым ярким примером последних лет стал островной вулкан Дашлы. Во время его извержения в 2021 году газ, вырвавшийся из недр острова, воспламенился, и над Каспием взметнулся колоссальный огненный столб высотой в 500 метров. Этот факел был виден за десятки километров. Каспий – это крышка над гигантским кипящим котлом с углеводородами. При всех своих масштабах Каспий лишен классических океанских приливов. Гравитация Луны здесь поднимает уровень воды всего на несколько сантиметров, что незаметно глазу. Однако здесь властвуют сейши – стоячие волны, рожденные ветрами или резкой сменой давления. Сильный нагон может поднять уровень воды у берега на метр, а затем вода качнется обратно, создавая опасные для рыбаков колебания. Каспий – это море парадоксов. Технологии и затонувшие тайны. В 50 километрах от берега Азербайджана, посреди открытого моря, на стальных опорах стоит город. Настоящий мегаполис на сваях с многоэтажными зданиями, электростанциями и общежитиями. Нефтяные камни. Это одно из самых сюрреалистичных мест на планете. Это лабиринт платформ, соединенных мостами и эстакадами, общая протяженность которых превышает 200 километров. На этих платформах в период расцвета жили и работали 5000 человек. Здесь были не просто рабочие бытовки, а полноценная городская среда, библиотека, хлебозавод, больница и даже небольшой парк с деревьями, растущими в земле, которую завозили с материка. История этого места началась в 1949 году, когда геологи обнаружили нефть на глубине 20 метров в открытом море. Это казалось безумием. Никто в мире тогда не строил стационарных вышек на такой глубине. Но в морское дно вбили сваи, и вскоре первая скважина дала мощный фонтан. За десятилетия поселок разросся в архипелаг искусственных островов.
На пике развития в конце 1960-х здесь добывали более 7,5 миллионов тонн нефти в год. Это был первый в мире полноценный офшорный город. Сегодня нефтяные камни – памятник ушедшей эпохи. Многие эстакады заброшены и обрушены, тем не менее жизнь здесь не замерла. Сотни специалистов продолжают качать нефть из недр древнего моря. Каспий всегда был полигоном для смелых идей. Еще в 1923 году в бухте Ильича была пробурена первая в мире скважина в морской акватории на специально засыпанном участке. Позже эти технологии заимствовали в Северном море и Мексиканском заливе. Сегодня под дном Каспия скрыты до 48 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти. Месторождения-гиганты, такие как Азери-Чирак-Гюнишли или казахстанский Кашаган с его 13 миллиардами баррелей извлекаемых запасов, делают регион энергетическим сердцем Евразии. Но нефть не единственный след человеческой дерзости. На берегу в Дербенте застыл Лунь, ракетный корабль-экраноплан, вершина советской инженерной мысли. Эта химера весом в 380 тонн при полной загрузке и длиной в 73 метра летала над водой со скоростью 500 км в час, используя эффект воздушной подушки, экранный эффект. 8 мощных реактивных двигателей, расположенных в носовой части, позволяли гиганту буквально скользить над волнами, оставаясь невидимым для радаров. Его спину венчают 6 пусковых установок для сверхзвуковых ракет «Москит», способных уничтожить авианосец. И хотя в разведсводках НАТО каспийским монстром называли его предшественника, еще более крупный экраноплан КМ, Лунь в полной мере унаследовал это грозное звание. Каспий помнит не только шум турбин. За 2000 лет уровень воды поднимался и падал в пределах 15 метров, поглощая и возвращая города. Под слоем ила археологи находят крепостные стены Сабаильского замка и древние порты, которые ушли на дно во время очередной трансгрессии моря. Дайверы до сих пор обнаруживают артефакты, от античной керамики до судов. Исчезающее сокровище. Если вы откроете карту Каспийского моря XIX века и сравните ее с современной, вы заметите нечто странное. Контуры берегов и островов неуловимо изменились. Каспий – это море-трансформер. Острова здесь появляются и исчезают вместе с дыханием водной толщи. Самый протяженный из них – остров Огурчинский. Узкая песчаная коса площадью около 45 квадратных километров. Из-за своего низменного рельефа он крайне чувствителен к уровню моря. Когда вода поднимается, огромные его площади превращаются в мелководье, а при падении уровня остров прирастает новыми территориями. Почему это происходит? Почему уровень Каспия такой нестабильный? Это одна из величайших загадок гидрологии. За последнюю 1000 лет море колебалось в диапазоне 15 метров. Это высота пятиэтажного здания. Но самые драматичные события произошли в 20 веке. С 1930-х годов Каспий начал стремительно мелеть. Ученые предлагали перебросить в Каспий воду из сибирских рек. А потом, в 1977-м, море внезапно начало наполняться. Никто не понимал, почему. В 90-х рост прекратился. Вроде можно было бы выдохнуть. Но с 2000-х уровень снова начал падение. И падение ускоряется. Сегодня перед нами стоит призрак Аральского моря. В 60-х годах Арал был 4-м по величине озером мира. Сегодня он практически уничтожен, потеряв 90% своего объема. Аральская катастрофа – прямое подтверждение, как быстро человек может разрушить природу. Каспий пока не повторяет судьбу Арала, но он находится в зоне риска. Загрязнение нефтью, сокращение речного стока и изменение климата требуют от 5 прибрежных стран не просто добычи ресурсов, а реальной консолидации ради спасения моря. Если это видео заставило вас по-новому взглянуть на Каспийское море, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы узнавать больше удивительных историй о нашей планете. Напишите в комментариях, какое море или озеро вас интригует больше всего. Возможно, именно о нем выйдет следующий выпуск.